Всем привет! Продолжаем читать слова назидания Абая. 1894 год. 20 слово. Судьбу, сами знаете, невозможно изменить, и судьбою, кроме всего прочего, человеку дано пережить и чувство пресыщения. Оно навязчиво, это чувство, и, узнавший его раз, уже нелегко от него избавиться. Его можно отбросить, собравшись силами, но оно обязательно возвратится и в конце концов одолеет тебя. Нет вещи, которая не надоела бы не только умному, но и сколько-нибудь мыслящему человеку. Все приедается, и пища, и игры, и смех, и похвала, и наряды, и пиры, и друзья, и даже женщины. Во всем человеческом находит изъян и беспорядочность, и остывает его былое, казавшееся крепким чувством привязанности. Мир зыбок, ненадежны силы человека, обманчива жизнь. Ни одному живому существу не дано постоянства. Как же после этого можно упрекать в изменчивости человека? Чаще всего перенасыщение мы встречаем у людей умных, перевидевших на своем веку всякое и переживших не однажды горький стыд за ближнего. Я думаю, что люди устают от быстротечности счастья. И в такие минуты мне особенно кажется, что судьба глупых и беспечных подобна удаче. – 1894 год. 21 слово. В какой-то степени от похвал невозможно уберечься. Существует две категории людей, которые по-разному относятся к похвалам. Первых я назвал бы людьми, которые чрезвычайно дорожат своим временем. Вторых отнес бы к настоящим хвастунам. Люди, которые дорожат своим именем, ставят себе вне всяких похвал и больше всего на свете заботятся о том, чтобы не прослыть глупыми, легкомысленными, хвастливыми, бестактными, недостойными, беспринципными, бесполезными и наивными. Они пуще смерти остерегаются прозвищ обманщиков, вымогателей и сплетников, считая носителей подобных качеств низменными людьми. И, конечно, ставят себя выше их. Это свойство особенных людей, умных и совестливых. Для них важно не то, что их не будут хвалить, а то, что не отнесут к разряду ничтожных. Хвастуны же наоборот, из кожи лезут, чтобы удостоиться о себе лестных отзывов. Они готовы перетрепать все муки, лишь бы их назвали баями, батырами, ловкачами и умниками. Они совершенно не знают чувства меры. Больше того, для них просто не существует плохих эпитетов. Эти люди глухи к ним, даже когда слышат их в свой адрес. Это и есть настоящая хвастливость, и одержимые ею делятся в свою очередь на три категории. Первые ищут таких похвал, которые поразили бы и чужаков. Представитель этого рода хвастунов, разумеется, глупец, но при этом все же остается человеком. Вторые добиваются похвал, чтобы блистать среди своего народа. Мы имеем дело с полным глупцом и далеко неполноценным человеком. Третьи, подобно крохоборам, наскребают похвалы, которые оценят хотя бы в собственном доме, ибо на стороне они ему не достаются. Эти, несомненно, из породы идиотов, тех, кто полностью потерял человеческий облик. И вот что еще любопытно. Тот, кто стремится быть заметным в глазах врага, добивается, чтобы его поднял на щит собственный народ. Тот, кто хочет, чтобы его почитал народ, домогается похвал своих соплеменников, а среди близких родственников хвастун сам себе судья и, конечно, вознесет себя до небес. 1894 год. 22 слово. Кому из казахов сегодня я мог бы отдать дань уважения и испытать чувство любви? Баяв невозможно почитать, потому что их, как таковых, настоящих не осталось, а те, кого я вижу сегодня, не могут распоряжаться ни собой, ни собственным добром. Враждуя с соперником, богач обращается за помощью к целой сотне людей и раздаривает свой скот налево и направо.
При этом полагает, что поступает по доброй воле, что люди оценят его поступок и войдут в его положение. А на самом деле он всего лишь показал свою несостоятельность. Да, и природа богача такова, что он несет смуту и раздоры, где бы ни жил, плодит вокруг себя проходимцев и рыцарей ночи. Вот и приходит расплата, он становится жертвой, а добро его расходится по чужим рукам. Не осталось настоящих мурз, потомственных вельмож. Слово «мурза» в народе понимается как «щедрый» или «благородный». Так вот, теперь не найдешь благородных мурз. Окинешь камень и обязательно попадешь в собаку. Считай мурзу, который ради призрачной славы готов раздать добро щедрой рукой. Некоторые из них, кажется, даже впали в умопомрачение от того, что их нарекают мурзами. На самом деле им вставили жгут из куска просоленной кошмы. Поставили удобно и доит кому не лень. И мурзы теперешние недостойны уважения. Можно бы почитать биев и волосных правителей, но они получили власть не по велению Всевышнего. Мало чести уважать тех, кто эту самую власть купил, выпросил или взял силой. Приятно считаться с сильными людьми, но не сыскать среди них радеющих за добрые дела. Зато не счесть сильных духом. Зато не счесть сильных в дурном. Хотелось бы уважать умных, но не стало в народе благородных и совестливых. А на хитрость и коварство у людей всегда хватало ума. Принял бы душой невезучих упрямцев, убогих и беспомощных, но они не способны сесть даже на лежащего верблюда. А если и найдут силы взобраться на него, то не откажут себе в удовольствии что-нибудь и прихватить. Так за кого же болеть на этой земле, кого любить? Похоже, не останется иного выхода, кроме как пожалеть и пожелать благополучия тем коротким смиренным баям, которые живут, следуя пословице: «Желаешь достатка, избегай ссор». Судьба научила их безропотно отдавать одну половину своего состояния, чтобы спасти вторую. Хотя и благодарности не получают за то, что отдают, и обезопасить себя не могут от воров, насильников и плутов. Не нашел я больше никого, за кого стоило бы болеть и переживать. 1894 год, 23 слово. Есть у казахов одна особенная радость и одно утешение, не делающее им чести. Радость это такая: отыщет он в народе скверного человека, увидит чей-то дурной поступок, которого сам не совершил, и чувствует себя на седьмом небе. Упаси Аллах уподобиться такому. Замечает он не без удовольствия, а ведь он считает себя человеком. По сравнению с ним я же просто лучезарен, чист душой. Но разве Всевышний сказал ему, что будет достаточно, если он окажется лучше кого-то? Где та светлая голова, которая убедила его, что не будет зачислен в ряд никчемных только потому, что на свете живут люди глупее и порочнее его? Ценность человека определяется сопоставлением его не с плохими людьми, а с лучшими из лучших. Когда скакун получает приз на байге, в которой участвовало 100 лошадей, то такой толк справляется. Скольких он перегнал? Какая радость от того, что за ним, чуть отстав, пошли, скажем, еще 5 или 10 лошадей. Утешение казах находит в том, что живет, как и другие. Нет ничего задорного, если я не выделяюсь среди людей, рассуждает он с легким сердцем. Той, который празднуешь со всеми, самый великий той, хвала Всевышнему за успокоение. Но разве Всевышний сказал ему, что будет достаточно, если он не станет выделяться среди большинства людей, или им, Всевышним, это самое большое ненаказуемо? Это самое большинство ненаказуемо. Кто знает, наука движется одним или она достояние всех? Кто ответит,
Разум – совокупность знаний многих или духовная сила одного? И разве общество свободно от недуга? И что лучше, когда одна его половина больна, а другая здорова? И разве не нуждается заблудшая толпа лишь в одном человеке, ясновидце? Что лучше в великом походе, когда изнурены лошади всех или когда половина из них принесена в жертву, чтобы остальные продолжили путь? Лучше, когда от джута разоряется весь народ или какая-то его часть? Так почему же для глупого должно быть утешением существования сонма дураков? Разве жених убедит невесту, если скажет, что у него дурно пахнет изо рта, только потому, что в его роду у всех так пахло? Вряд ли невеста будет удовлетворена, если его ответом и скажет: «Будь как все твои сородичи, не выделяйся среди них». 1894 год, 24 слово. В настоящее время земной шар населяет свыше 2 миллиардов человек. Казахи же составляют около 2 миллионов. У казахов свои представления о дружбе и о вражде. Они по-своему стремятся к богатству, достижению искусства и овладению ремеслами и знаниями. У них отличны от других народов понятия о гордости и силе. Отличаются они и тем, что не спуская глаз выслеживают друг друга, не смыкая глаз соперничают между собой, обкрадывают самих себя. А ведь имеется на свете города с населением, превышающим 3 миллиона человек. Немало можно найти людей, трижды обошедших всю землю. Неужели нам суждено вечно быть на ножах друг с другом, быть посмешищем в глазах всего остального мира? Или, может быть, наступят дни, когда и среди казахов, наконец, исчезнут воровство, ложь, сплетни и распри, и они возвысятся, вступив на благородный путь постижения искусства и усвоения ремесел других народов, научившись разнообразным и честным способам накопления добра. Трудно поверить в это, когда видишь, как 200 человек зарятся на 100 голов скота, и знаешь, что они не успокоятся, пока не изведут друг друга. – 1894 год, 25 слово. Обучать детей хорошо, но чтобы они служили своему народу, надо учить их родному языку. На нашей земле это становится почти невозможным. Сейчас люди стараются сперва разбогатеть, а потом дать образование детям, и непременно на арабском и персидском языках. Голодному человеку нелегко сохранять благоразумие и честь. Еще труднее сохранить постоянное стремление к наукам. Бедность и, как следствие, вражда с родичами часто приводит человека к беде. Он втягивается в воровство, прибегает к насилию и коварству, привыкает к плутовству. Только тогда, когда человек свободен от заботы о куске хлеба, он сам чувствует необходимость знаний и культуры и прививает эту жажду своим детям. Нужно овладеть русским языком. У русского народа разум и богатство, развитая наука и высокая культура. Изучение русского языка, учеба в русских школах, овладение русской наукой помогут нам перенять все лучшие качества этого народа. Ибо он раньше других разгадал тайны природы и избежать его пороков. Знать русский язык значит открыть глаза на мир. Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом. Он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет остаться в стороне. Такова природа человека. Но немало у нас людей, которые стараются добиться милостыни сильных и знающих, раболепствуя и пресмыкаясь перед ними. Эти невежды способны продать отца и мать, родных и близких, веру и честь, лишь бы их благосклонно похлопали по плечу. Ради того, чтобы вызвать одобрительный смех майора, любой из них готов оголить свой «зззз». Такова природа невежды. Русская наука и культура – ключ к осмыслению мира, и приобретая его, можно бы намного облегчить жизнь нашего народа.
Но сегодня получается так, что казахи, обучившие своих детей по-русски, норовят поживиться при помощи их знаний за счет своих же соплеменников. Нельзя поступать таким низменным способом. Надо употребить их знания для того, чтобы познать разные и в то же время честные способы добывания средств к жизни. И сделать это достоянием как можно большего числа людей. Направить их усилия образованных, возмужавших детей на защиту аулов от произвола русских, коль скоро нет у них справедливых для всех законов, бороться за равноправное положение своего народа среди других народов мира. В настоящее время нет ни одной значительной фигуры среди тех, кто получил образование на русском языке. Как было уже сказано, родители вкупе со своими родственниками и близкими портят детей. И все-таки эти молодые люди намного превосходят сверстников, оставшихся неграмотными, ибо возможности их чрезвычайно высоки. Заставить же их трудиться надлежащим образом так, чтобы они принесли пользу, думается, несложно. Обеспеченные семьи у нас неохотно отдают детей на учебу. Насильно посылаются в русские школы дети бедняков. Вот еще одна причина того, что мы не видим сегодня среди образованных ни одной значительной фигуры. Иногда родичи, ссорясь друг с другом, прилюдно грозятся: чем терпеть обиду от тебя, лучше отдать сына в солдаты, а самому отрастить волосы и не подправлять усы. Из-за обиды они грозятся принять облик и обычаи чужого народа. Будет ли толк от таких детей, если они даже и будут учиться? Хорошо, будем считать, что они закончили школы. Попытаемся узнать, в чем они преуспели, в чем, коротко говоря, их преимущество перед другими детьми. Кажется, ни в чем. Я не видывал еще детей, упорно и основательно овладевающих знаниями. У нас все делается поверхностно, урывками, на ходу. Иные казахи, например, с трудом соглашаются отдавать детей в школу даже тогда, когда все расходы за обучение несет община. И опять же, много ли приходится ожидать от детей, когда их родителям скот дороже сына, которого следовало бы определить на учебу? На детях сказывается все. Путь, который я предлагаю, исключает любовь к богатству. Не торопись женить и выделить сына в отдельную семью, а обучи сперва его в русской школе. Пожертвуй всем своим имуществом, если это потребуется для учебы. Ничего нельзя жалеть ради того, чтобы из сына вышел образованный человек. Не будет успокоения в тебе, если сын останется невеждой. Не будет счастлив он сам, и не будет от него блага народу. Вечный страх перед Всевышним и вечный стыд перед людьми тебе за такого сына. – 1894 год, 26 слово. Казах рад до безумия, когда в трудной бойне приходит первым его скакун, побеждает борец-земляк, удачно бьет птицу сокол, возвращенный им красиво берет зверя его борзая. Уверен, что нет для него большей радости в жизни. Но разве может быть такой уж большой радостью, вызванная преимуществом одного животного перед другим или превосходством человека над соперником? И потом, не сам тот встревоженный и не его сын победили в турнире борцов-силачей. И не сами они пришли первыми на своих скакунах. Вот и получается, что эта радость скоротечна и глохнет внутри собравшихся. Это навевает горькие мысли. Получается, что у казахов нет других соперников и врагов, чем сами казахи. И победой на ничтожных состязаниях они лишь досаждают друг другу. Разве можно вознести в ранг доблести зло, содеянное ближнему? Желать зла другому значит противоречить законам шариата, вредить и своему, и чужому делу, идти наперекор рассудку. Горько и от того, что кто и кто принимает поражение своего скакуна как свое собственное и стыдится этой неудачи. Резвые скаковые лошади есть не только у казахов, и ловчая птица, и гончий пес могут быть достоянием любого. Сегодня одни у одного, завтра у другого. И сильные жигиты рождаются в разных аулах. Да и непостоянны победы.
только или иного борца в турнирах, и не всегда в хорошей форме соколы и гончие. Чего же, казалось бы, тут стыдиться? А я встречал людей, готовых скорее провалиться сквозь землю, чем надеть на состязаниях поражение родного аула. Отсюда я и заключаю, что невежественный народ радуется тому, чему не стоит радоваться. И радуется он при этом так, что буквально теряет голову и, словно пьяный, говорит и не понимает смысла своих слов. А стыдится он от того, что совершенно не следует стыдиться. И опускает глаза, когда наоборот нужно гордо вскинуть голову. Все это плоды невежества и глупости. И когда таким людям говоришь об этом, их несчастье, они охотно соглашаются с твоими доводами. Ты прав, подхватывают они. Прав. Чего тут толковать? Я не верю им, потому что знаю, завтра они снова примутся за свое. Невозможно доказать этим людям всю лживость их нравов. Даже когда удается их убедить в этом, они не в состоянии измениться. Они напоминают животных, не изменяющих своим привычкам. Только сильный страх или смерть избавляет слабых от позора. Я, например, не встречал людей, которые вернулись бы к разумной жизни, легко отбросив дурные наклонности, которые искренне признали бы свою вину перед собой и по доброй воле последовали разуму. – 1894 год. 27 слово. По Сократу. Однажды великий мыслитель Сократ завел с ученым Аристодимом, своим учеником, разговор о служении людей всесильному и всемогущему Богу. Аристодим не признавал Бога и смеялся над теми, кто преклоняется перед волей Господней. «Эй, Аристодим, есть ли люди, вызывающие твое восхищение своими творениями?» – спросил Сократ своего ученика. «Сколько угодно, высокочтимый учитель», – ответил тот. «Назови мне хоть одного из них». «Я восхищаюсь величием поэзии Гомера, трагедиями Софокла, вернее его искусством перевоплощаться и постигать душевное состояние других, живописью Зевксиса». Он назвал еще нескольких одаренных мужей, чьи имена в то время были широко известны в народе. И снова спросил Сократ: «Если так, кто достоин большего восхищения? Всевышний, который сотворил человека, сделав его венцом всего живого и разумного? Или же художник, создающий, хоть и с неповторимым мастерством, но всего лишь неживое подобие человека?» «Всевышний», — ответил Аристодим, — «но это верно только тогда, когда мы имеем дело со случайными его творениями, а теми из них, которые он создал разумно. Но люди знают немало полезных вещей. В жизни происходят объясняемые и необъясняемые явления», — возразил Сократ. «Что же все-таки удивительнее, Аристодим? Те вещи, ситуации и явления, смысл и полезность которых не прикрыты завесой неизвестности, или наоборот?» «Я думаю, разумно только то, что создано для пользы человека», — ответил Аристодим. «Хорошо, ты согласишься, конечно, с тем, что вершина творения Создателя – это человек. Но разве Творец не наделил его 5 органами чувств, будучи совершенно уверенным в их необходимости человеку? Неужели ты находишь в человеке случайные неразумные органы? Например, нам даны глаза, чтобы видеть. Если бы их не было, как мы могли бы любоваться красотой мира? Глаза нежны, и для того, чтобы сохранить их, существуют веки. Они открывают и, когда нужно, закрывают глаза. Ресницы оберегают глаза от ветра и соринок, а брови отводят пот, стекающий со лба. Если бы не было ушей, человек не слышал бы ни шума, ни грохота, не настораживался бы от шороха или крика, не наслаждался бы напевными песнями или звуками мелодий. Если бы нос не чувствовал запахов, человек не тянулся бы к благовониям и не бежал бы от зловония. Ему было бы все равно.
Наконец, если бы у человека отсутствовало небо и язык, то он не мог бы изведать сладость или горечь пищи. Разве все это не на пользу человеку? Глаза и нос расположены недалеко от рта, чтобы человек видел чистоту и осязал запах принимаемой пищи. Однако другие необходимые организму отверстия, извергающие отбросы из тела, расположены подальше от головы, от благородных органов познания. Разве можно отнести такое положение к случайным проявлениям разума Творца? Задумался Аристодим, и признал он, что Создатель мира обладает высшим разумом. Не осталось у Аристодима сомнения в том, что Всевышний сотворил человека с любовью. «Подумай, Аристодим», – продолжал Сократ, – «все живое любит своих детенышей, не оставляет их на произвол судьбы, а защищает и растит. Все живое плодится – это основное условие жизни, ибо только таким образом можно противостоять исчезновению. Разве эти устремления живых существ не говорят о том, что Всевышний создал их, любя? Любовь, как видишь, тоже дана Всевышним». «Эй, Аристодим, как можно считать, что ум – достояние только твое, человека? Разве человеческое тело не подобно песчинке той земли, по которой он ходит? Разве пот, который выделяется из человеческого тела, отличается от капель земной влаги? Так откуда у тебя взялся особый ум? Я знаю, как ты ответишь. Сперва скажешь ты, появилась душа, а потом пришел и разум. И вот ты обладаешь душой и разумом. Что из этого? Ты увидел мир, убедился, что все в нем создано целесообразно, и все соответствует и подчиняется определенным законам. Но ты оказался не в силах охватить своим разумом безграничность этого мира. Ты поражаешься величием и недоступностью его истины только потому, что твой собственный разум невелик. Потому, кстати, ты и стараешься познать его. Так как же он возник? Что стоит у его истоков? Атом или некий высший разум, такой же беспредельный, как и его творение? Можно исключить высший разум, но и тогда этот мир, недоступный ни измерению, ни расчету, возникал не стихийно, а как закономерное движение жизни. Не сам по себе, а для возможности жизни в нем. И все взаимосвязи в мире должны быть подчинены немыслимому закону прекрасного. «Все, что ты говорил, истина», – заметил ученый. «Повторяю, я согласен с тем, что Создатель является носителем высшего разума. У меня и в мыслях нет сейчас ставить под сомнение его величие. Но почему он, всемогущий, нуждается в моем служении ему, в моих молитвах?» «Ты опять ошибаешься, Аристодим. Он вовсе не нуждается в твоих молитвах. Но ты должник, поскольку он проявляет о тебе заботу». «Откуда я могу знать, что он заботится обо мне?» «А ты посмотри на всех земных тварей и взгляни на себя», – воскликнул Сократ. «Жизнь дана всем, но всему ли живому даны тепло души, одухотворенность и озарение? Человек предполагает будущее, пытается осмыслить настоящее. В дни своей жизни задумывается о пережитом. Животное смутно представляет свое прошлое и настоящее, а будущего оно и вовсе не понимает. Посмотри, как сложен человек и что собой представляют все остальные земные твари. Человек опирается на две ноги и растет вверх. Впору ему видеть весь окоем, осмыслить его, повелевать животным миром, подчинить его себе. Животные же не способны сознательно использовать силу других тварей. Одни из них надеются на свои быстрые ноги, другие на крепкие крылья. Ничего бы путного не вышло, если бы человек не верил в себя или тело его было подобно телу какого-нибудь животного. И точно такая же вышла бы несуразица, если бы животное обладало человеческим сознанием, ибо тело животного и его физическая организация не соответствуют духовному проявлению разума, не отвечают таким предназначениям, как осмысление искусства, овладение медициной, занятие наукой. Где, скажи мне, валу строить город, готовить инструменты, ковать боевое оружие? Каким образом он добьется этого?
– спросил Сократ у Аристодима. И продолжал: «Даже если ему будет дан исключительный ум, откуда у вала возьмутся необходимое мастерство и ловкость? Человек, только он обладает изумительной силой, разумом, изумительно сложенным телом, и это сочетание определяет его многогранность и высокоталантливость. Разве человек не является царем всего живого на земле? А если он высшее творение Создателя, то разве не означает это, что человек был удостоен любви? Как же человеку, будь он даже самым великим ученым на земле, как же человеческому роду не быть благодарным Творцу и не считать себя вечным его должником?» Заключил разговор Сократ. Вот мы и прочитали очередные главы. Всем пока-пока.